Приветствую подписчиков и гостей канала. Вы попали на второй видеоурок по языку программирования Leo. В прошлом уроке мы разобрали, в какой среде мы можем писать наш код. Поэтому сегодня приступим к делу и разберем, какие типы данных мы можем использовать и с какими типами данных мы можем работать. Давайте не будем терять времени и приступим к делу. Переменные объявляются двумя способами. Сначала мы обязательно должны задать команду, если ее можно так назвать, let. Затем мы прописываем имя нашей переменной. Допустим, t, не будем ломать голову. Затем знак присваивания равно и значение, которое мы помещаем в нашу переменную. Допустим, 7. Затем без каких-либо пробелов мы указываем наш тип данных. Это может быть как unsigned int 32-разрядный, как я говорил в прошлом видео. Помимо unsigned int 32-разрядного, Leo поддерживает тип данных integer от 8-разрядного до 128-разрядного, как знаком, так и без знака. Знаковый тип данных прописывается через i. Помимо всего прочего, если мы захотим поместить отрицательное значение в беззнаковый тип данных, нам компилятор этого сделать не даст. Поэтому используйте для этого знаковый тип данных. Второй тип объявления. Можете использовать любой. Лично мне нравится больше первый. Мы прописываем имя нашей переменной и через двоеточие указываем тип данных. Давайте для разнообразия это будет знаковый тип данных 128-разрядный. И через равно помещаем любое понравившееся нам значение. Теперь давайте затронем тему того, какие имена мы можем давать нашим переменным. Да, в принципе, любые, за исключением того, что мы не можем использовать уже существующие ключевые слова. Допустим, как мы знаем, true – это значение булевого типа данных. Поэтому, если мы попробуем дать такое имя нашей переменной и поместить сюда какое-либо значение, компилятор изначально ругаться не будет, однако при запуске нашей программы нам начнет выдавать ошибку, что такое имя права на жизнь не имеет. Следующий тип данных – это char. Объявляется он, в принципе, абсолютно так же, двумя способами. Мы можем поместить сюда любой символ, при этом после него не надо писать, что это char, компилятор и так все поймет. А во втором типе данных это уже нужно. Через двоеточие мы прописываем char и помещаем сюда наше значение. В принципе, можно сократить запись и убрать это все, потому что записи в принципе идентичные. А так, как кому удобно. Также, помимо обычных символов, Leo позволяет нам помещать в тип данных char эмодзи. Лично я не нашел применения этому, но если вам будет угодно, то вы можете с легкостью поместить его сюда, скопировать откуда-то, или если у вас, допустим, на клавиатуре уже имеются какие-либо эмодзи, если это в принципе возможно, то пожалуйста. Вот так вот, видимо, делать нельзя, но можете проверить, действительно такое есть. Помимо обычных символов мы можем задать значение в расподобной манере. Допустим, это будет таблица ASCII, какой-либо код ASCII. Пожалуйста, по-моему, это соответствует коду буквы H или G, поэтому это тоже имеет право на жизнь. Ну и следующий тип данных – это адреса. Так как Leo будет работать в блокчейне, создавать приватные приложения, поэтому нам нужны будут адреса. Адреса задаются абсолютно так же, мы прописываем название переменной и записываем сюда какой-либо адрес. Компилятор ругается, потому что такого адреса не существует, рабочего у меня нет под рукой, но я думаю, суть вы поняли. И второй тип объявления, в котором мы прописываем, что переменная является адресом. Собственно, пожалуйста. Ну и следующий тип данных, или уже структура данных, это массив. Массив задается так же, как и другие переменные, мы прописываем название и затем после знака равно указываем квадратные скобки, в которые мы помещаем любое нужное нам значение. Допустим, такие.
Также мы не можем поместить в наш массив разные типы данных, компилятор начнет ругаться. Ну и второй тип объявления, как это было с другими, задаем название любое и прописываем после двоеточия квадратные скобки, в которые в первую колонку мы помещаем тип данных, и после точки с запятой указываем, сколько переменных будет содержать наш массив. И после равно помещаем любое нужное нам значение. Также мы можем создавать массив, который будет являться копией исходного массива. Давайте объясню на примере. Допустим, назовем нашу переменную копия, и после равно мы указываем, что массив будет являться копией массива GR. И если мы оставим все вот так вот, то у нас просто скопируется значение из массива GR в массив копии. Если мы хотим скопировать, допустим, все элементы, кроме первого, мы прописываем в начале в квадратных скобках циферку 1. Если все кроме двух элементов, то циферку 2. И затем ставим двоеточие. Забегая вперед, сразу покажем в консоли, как это все будет выглядеть. Вывод на консоль происходит с помощью функции console.log, где в кавычках мы указываем контейнер с помощью фигурных скобок. И после запятой прописываем имя нашей переменной. Давайте посмотрим. Собственно, у нас, как я и сказал, вывелось только третье значение, кроме первых двух. Если же мы хотим скопировать, допустим, только первые элементы, допустим, первые два элемента, покажу на этом же массиве, то мы указываем уже значение в конце. Как можем увидеть, у нас вывелись первые два значения. И складывая первый способ со вторым, если мы хотим вывести, допустим, только второе значение, то мы указываем в начале двойку, в начале единицу, в конце двойку. И выводится значение 2. На подходе у нас строки. Как таковых строк в языке Leo нет, однако массив типа данных char может иметь точно такие же функции. Допустим, задаем имя нашей переменной hello и с помощью двойных кавычек помещаем сюда, допустим, уже известный нам hello world. Пожалуйста. И также мы можем обращаться к элементам нашего массива с помощью квадратных скобок и заменить сюда какое-нибудь значение. Индексирование массива, как и во всех языках, идет с нуля. И помещаем сюда, допустим, t. Выведем все это на экран, чтобы проверить, правильно ли меня понял компилятор. Да, у нас первое значение, первый элемент массива заменился на t. Ну и как в любом другом языке программирования, в Leo мы можем работать с двумерными массивами. Объявляются они также двумя способами. Сначала рассмотрим первый и самый простой. Мы прописываем квадратные скобки, и в этих квадратных скобках мы прописываем еще необходимое нам количество квадратных скобок, потому что двумерный массив, по сути своей, это просто массив с массивами. Прописываем необходимое нам количество элементов. Также напомню о том, что нельзя прописывать разное количество элементов в двумерном массиве. Давайте покажу вам это. Вот так вот объявляется наш массив, однако припишем сюда еще одно какое-то значение, и сразу компилятор начинает ругаться, ибо количество элементов в каждом массиве должно быть идентичное. Ну и второй тип объявления двумерного массива, который слишком замудренный, однако если среди нас имеются гурманы по объявлению массивов, то, пожалуйста, используйтесь. Также прописываем две квадратные скобки. В первой мы указываем наш тип данных, допустим, для разнообразия i128, затем точка с запятой и указываем количество элементов в нашем массиве. Затем, через точку с запятой, мы указываем, сколько раз наш массив продублируется. Сейчас на примере я вам покажу, что конкретно это значит. Затем, через равно,
указываем также две квадратные скобки, во второй прописываем элементы нашего массива. И через точку запятой указываем то же самое значение, которое у нас было в начале. Теперь, да, забыл прописать функцию. Давайте выведем на экран наш массив, и я вам покажу свою мысль. Собственно, вот, массив у нас продублировался 3 раза. Вот вся суть объявления, второго типа объявления. Также, если мы заменим в этом месте запятую на точку с запятой и попробуем вывести наше значение, как видите, ошибкой это не является. У нас выводятся только единицы, потому что, по сути, мы просто повторили нашу запись из начала во второй скобке. Мы указали тип данных и присвоили значение единицу. Затем то, что в нашем массиве имеется 2 элемента, это 1, 1, 1, и продублировали его 3 раза. Ну и последний на сегодня тип данных — это кортежи. Зачем нам нужны кортежи? Ну, допустим, вы захотите вернуть 2 значения из функции. Пожалуйста, кортежи нам в этом помогут. Кортежи объявляются так же, как массивы, за исключением того, что мы указываем круглые скобки вместо квадратных. И давайте поместим сюда значение true и false булевого типа данных. Объявляются кортежи также 2 способами. После двоеточия указываем наш тип данных, причем в круглых скобках 2 раза. Bool. И через равно прописываем наши с вами значения true и false. Также мы можем обращаться к элементам кортежа. Обращение к элементам кортежа происходит за счет точки. Объявляем нашу переменную и присваиваем ей значение true, допустим, из кортежа t. Через точку ставим 0, так как у нас индексирование кортежа также начинается с нуля. Давайте проверим и выведем на экран, какое значение мы с вами получим. Значение true. Ну и наше видео подошло к концу, поэтому давайте на десерт расскажу вам о комментариях. Комментарии влево имеются однострочные, прописываются они через 2 слэша. Также мы не можем, как, допустим, в языке C, перевести наш однострочный комментарий на следующую строку. Ничего не произойдет. Также имеются двустрочные комментарии, которые прописываются через слэш и звездочку. Прописываем сюда любой нужный нам комментарий на следующей строке также и закрываем его звездочкой с слэшем. Ну и на этом все. Видео подошло к концу. В следующем видео мы разберем с вами операции над типами данных, которые мы сегодня с вами увидели. Поэтому ставьте пальцы вверх, пальцы вниз, подписывайтесь на канал, распространяйте видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока!